Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики, с вами снова Лебедь Белая. Хочу предложить вам сегодня новый расклад, который будет называться «Вокзал для двоих». Мы попробуем разобраться в мыслях вашего партнера и вас, какие вы чувства испытываете, ну и, конечно же, действия, которые вы будете совершать по отношению друг к другу. Откроем карты, которые нам позволят понять, что объединяет или наоборот, что отталкивает вас друг от друга. Ну и в конце, как всегда, совет от высших сил. Ну что ж, давайте будем начинать. Сегодня у нас два варианта. И приглашаю на расклад первый вариант. Как всегда, вся информация под видео. Приглашаю вас на личные консультации. Готова к общению, взаимодействию. И желаю вам всего хорошего в любви. Начинаем. Первый вариант, однерочки. Давайте посмотрим. Первая карта нам будет рассказывать о мыслях, ваши мысли, его мысли. Вторая карта – это чувства, ваши и его чувства, действия. Далее, что объединяет или отталкивает, ну и в конце совет от высших сил. Давайте будем начинать. Первое – его мысли. Сегодня ваш мужчина грустит. Что-то он чувствует себя не очень хорошо, не очень комфортно. Возможно, даже болеет, то есть есть какие-то проблемы со здоровьем. Может быть, это даже такие тяжелые депрессивные состояния, когда не знает, как выйти из сложившейся ситуации и чувствует себя крайне плохо. Ну, что-то он отстаивал какую-то свою позицию, и не получилось у него эту позицию отстоять, удержать, как говорится, свои желания. Где-то, может быть, он даже не справился с ситуацией, и поэтому ситуация кардинально поменялась. И сейчас он как раз находится вот в таком очень тяжелом состоянии. Он как бы закрылся сам в себе, и вот его это очень сильно волнует, эта ситуация. Вот, потому что действительно чувствует себя как бы побежденным, то есть не смог справиться с ситуацией и проиграл эту ситуацию на 100%. Ну, то есть что-то очень сложное. Это не получилось у него, он очень хотел, чтобы что-то поменялось, и начались такие, серьезные перемены в его жизни. Но вот это, к сожалению, на сегодняшний день не произошло. Поэтому мысли его заняты вот той своей проблемой на сегодняшний день. Так, теперь давайте посмотрим мысли какие у вас. А у вас мысли: я не хочу отстаивать свою позицию, я не хочу удерживать свои какие-то моменты и желания. Я бы хотела, чтобы мне помогал и был рядом со мной мой любимый человек. Вот, я не думаю о работе, не думаю о каком-то своем дальнейшем развитии, вообще не хочу общаться. А с чем связано? С чем связано? Потому что я в первую очередь заинтересована в себе, в собственных мыслях и в собственном развитии. Вот. Но у нас есть некие проблемы, да, то есть возможно, вот как раз эта ситуация, которая между вами на сегодняшний день возникла, она связана с третьим лицом. Возможно, это или еще одна женщина, или, смотря кто смотрит, здесь все-таки нет, две женщины, один мужчина. Вот так, наверное, я могу сказать. То есть проблема здесь в треугольнике закладывается. И вот сейчас все мысли связаны с этим, что у него, что у вас. То есть посмотрите, как вот тяжело, да, получается. Угу. Тяжелая ситуация в плане эмоций. То есть люди думают, а как поступить? Вы думаете, а как поступить вот в этой сложной ситуации, связанной с личными отношениями? Какие на сегодняшний день чувства между вами? Давайте так посмотрим.
Ну, у него, наверное, в большей степени огорчения, то есть нет успокоенности, радости, такого удовлетворения от жизни, от чувств, те, которые я испытываю. Мне сейчас не очень хорошо. Я уже не знаю даже, где бы мне поймать вот это удовольствие, получить, чтобы успокоиться и перестать переживать. А у вас, вы себя чувствуете такой женщиной, все равно наполненной эмоциями. Вы переживаете, вы любите, вы всем сердцем как бы находитесь там. Грусть-то все-таки. Угу. А грусть связана вот с потерей этой некой такой, знаете, стабильности, уверенности. Возможно, это и материальное тоже средство. То есть грусть по поводу того, что у меня будет, какое движение. А будет ли движение в материальную сферу, я сейчас не уверен. Потому что, возможно, у меня не получится. Я не смогу все разложить по полочкам и предпринять необходимые действия. Но я очень хочу, чтобы у меня это все получилось. Я подключу максимум интуиции для того, чтобы решить свои проблемы, но чувствую, пока у меня сил нет. То есть, вот, смотрите, чувства, они в большей степени направлены все-таки на решение своей проблемы. Да, я испытываю чувства к своей женщине, да, а для меня это важно, но сегодня мне важнее все-таки решить свои проблемы. То есть мужчина озадачен не только эмоциональными проблемами, а и финансовыми проблемами в том числе. С вашей стороны, вот вы, получается, очень грустите по поводу того, что происходит сейчас на сегодняшний день. Вы не знаете, а как относиться к этой ситуации, а что происходит с мужчиной, в чем проблемы. Все-таки нет, видимо, между вами некоторых договоренностей. Вы чувствуете, что вот сейчас не решается ситуация так, как бы вам хотелось. А вам так хотелось бы поговорить, раскрыть все, но ничего не открывается. И вам так тяжело по этому поводу, что вы находитесь в неком неведении и решения не принимаются. То есть между вами, вот я ощущаю такое, что вы между собой не поговорили еще так, как надо поговорить, и не можете понять, что происходит. И в личной сфере не можете понять, вам, женщине кажется, что там, возможно, какие-то третьи лица и так далее. Мужчина, он тоже находится в раздрае, потому что там у него есть определенные финансовые проблемы, с работой какие-то проблемы связанные. И он тоже чувствует себя очень тяжело. Женщина не понимает, что происходит, и мужчина не хочет раскрываться. То есть он тоже как бы закрыт сам в себе и надеется на то, что он преодолеет все проблемы. То есть вот здесь, мне кажется, как раз между вами некие недосказанности происходят. Что в плане действий по отношению друг к другу? Мужчина считает, что надо сначала решить все свои проблемы в первую очередь, да, и потом начинать потихонечку двигаться в сторону своей женщины и с ней обсудить все возникающие вопросы. Хотя ему сегодня немножечко грустно в плане эмоциональном, чувствует он, что нет отдачи в плане любви, да, возможно, нужно поговорить, он это понимает и будет разговаривать, и хотел бы, чтобы разговор состоялся как можно быстрее. То есть вот в этом смысле он желает что-то с вами прояснить и, возможно, обнулить ситуацию, то есть поговорить в плане эмоций и чувств, разобраться, а что же такое произошло. Вы в плане действий, вы в некотором ожидании, но вы очень хотите, чтобы все получилось. То есть вы готовы приложить максимум усилий для диалога по поводу чувств и эмоций, и чтобы ваша ситуация, она стала разруливаться в положительном аспекте, и наконец-то перестало болеть сердце, наконец-то у меня все прояснилось в голове, и у меня появится некое понимание, шанс на наше будущее взаимодействие. Но я сейчас боюсь действовать, я бы лучше посидела и помолчала, потому что я просто не знаю, как начать. Но я очень-очень хочу вступить в контакт со своим мужчиной, который на сегодняшний день находится в моем понимании, что он меня не любит. То есть вот такое ощущение у вас происходит. Хотелось бы, чтобы вы между собой договорились и прояснили. Но вот этой договоренности женщина не чувствует, поэтому ей тяжело. Так, давайте посмотрим, что объединяет или что отталкивает вас на сегодняшний день. То есть вы сегодня в выборах находитесь. То есть каждый из вас что-то хочет в жизни поменять. Вы прекрасно понимаете, что хотите в жизни поменять. Мужчина все-таки в эмоциональной сфере хочет изменения. Так, а вы, получается, что-то очень сильно находитесь в таких
негативных энергиях, вам тяжело, вам больно очень, то есть вы не можете разобраться в том, что происходит. То есть некой гармонии на сегодняшний день нет. Объединяет то, что нет гармонии, нет сил. И это решение ваше об изменении этой ситуации, оно должно быть только вашим. Здесь никто не должен вмешиваться, потому что карты говорят, что любая другая информация, она только навредит, поэтому закрывает карта. Совет от высших сил какой? Поговорите. Весь расклад прямо вот к этому идет. Проясните между собой то, что с вами происходит, вот эти недосказанности. То ли у нас третьи лица есть, то ли там с работой проблемы, то ли у меня я что-то недопонимаю, у меня в голове бардак. То есть вы каждый сам по себе варитесь в своей каше и не можете понять, что происходит. А надо, наверное, сесть и поговорить. Вот и все. Так, ну и, как всегда, Вселенная что нам говорит? Упади в мои объятия, да, то есть постарайтесь понять, что всегда в мире есть левое, правое, дуальность так называемая, плюсы-минусы. Поэтому надо, во-первых, успокоиться, смириться с ситуацией, ну и прийти к друг другу. Прийти к друг другу. И когда вы обратитесь друг к другу, то вы почувствуете вот это вот глубокое исцеление, некую энергию, эмоциональную, физическую энергию исцеления, которая вас будет восстанавливать. Новый путь, то есть вы для себя должны открыть это новое движение, причем, что интересно, от каждого зависит, куда вы пойдете. Не надо сидеть ожидать, а нужно что-то делать в этом, во всем. Сделайте прыжок навстречу переменам. Вот туда глубоко в Вселенную прыгайте, не бойтесь. Не важно, кто будет первый, важно, что вы начнете движение в этом направлении. У вас есть потенциал, прислушайтесь к интуиции, и вы найдете правильный ответ и выход из сложившегося положения. Ну что ж, это был расклад для однерочек. Приглашаю на личные консультации. Всего вам хорошего. А у нас расклад для двоечек. Давайте будем начинать. Двоечки. Значит, ваш партнер в каком состоянии находится на сегодняшний день, и вы в каком состоянии находитесь. То есть, что сейчас у вас, какие мысли, какое настроение и так далее. У вашего партнера сегодня что-то вообще в голове все помутнелось, перепуталось, ничего он для себя понять не может. Связано это с тем, что какая-то очень некрасивая, нехорошая ситуация произошла. Возможно, какой-то обман, возможно, какое-то предательство. Кто-то поступил крайне эгоистично, и поэтому в плане любви, в плане отношений. И поэтому очень такое тяжелое состояние. То есть на моей стороне не стоят Всевышний и Вселенная. То есть сейчас что-то очень грустно стало. Моя мечта не... Как сказать, движение к моей мечте оборвалось. То есть я так мечтал, что у меня будет чувство, эмоции. Но вот что-то сегодня Вселенная не хочет, чтобы это произошло. И поэтому ваш партнер находится в очень таком сложном эмоциональном состоянии, такие очень агрессивные, темные энергии. То есть ему очень тяжело. Он как бы завис, осел на дно, и там находится и пребывает в таких вот тяжелых энергиях на сегодняшний день. Наблюдает оттуда со стороны, да, и смотрит, а что же происходит в мире. Но я не хочу в этот мир, я просто посмотрю. То есть очень-очень осторожный на сегодняшний день. А вы в каких мыслях? То есть у вас мысли такие сильные, уверенные, мужские мысли. То есть я хочу так изменить что-то. А что я хочу изменить? Да, было нехорошо, неправильно, несправедливо. Что-то мы не смогли сделать. И шаг друг другу навстречу. Я тоже сегодня очень грущу и тоже нахожусь в неких ограничениях. То есть, возможно, между вами произошла какая-то конфликтная ситуация, которая была не очень красивая, не очень порядочная с моральной точки зрения, которая вот вас вывела вот в такие низкие агрессивные энергии. Какие между вами чувства на сегодняшний день? Мужчина тоже, посмотрите, находится в таких эмоционально женских агрессивных энергиях на сегодняшний день. То есть ему печально. Вот, а вы, наверное,
в такой тоже глубокой грусти пребываете, но очень хотите из этого состояния выйти. Мужчина решил, а что решил? Решил, что я не хочу вкладываться в эти отношения, в эту любовь. Посмотрите, как, видимо, очень тяжело принял обман, и ему это нелегко сегодня принимать и осознавать. Но решение принято. А вы понимаете, что движения изменения никакого не будет. Надо, видимо, прийти и попытаться наладить отношения, но карты говорят, что вы опасаетесь конфликта, и что вопрос в плане эмоций и чувств не решится, и все равно придется уйти. Мало того, вы боитесь, что по отношению к вам мужчина поступит крайне болезненно, агрессивно, может быть, даже и в физическом смысле тоже. Какие действия мужчина решил? Ничего делать не буду, мне сегодня это не нужно, я и разговаривать не хочу, я просто буду молчать. Мало того, я найду себе отдых, то есть, возможно, я пойду с друзьями отдохну, возможно, еще каким-то образом я расслаблюсь. Все, я сломал все, что можно было сломать, и для меня это важно. Я сегодня принял такое важное решение. Я не хочу по этому поводу фантазировать, додумывать, что-то придумывать, мне это уже не нужно. То есть мужчина будет лежать, как говорится, и ничего не делать. А вы какие действия предприняли? Вы тоже не хотите на сегодняшний день что-либо делать. О, как интересно. То есть вы желать я не хочу, то есть я в голове понимаю, что я не хочу, мне это не надо, а в жизни вот вы готовы сорваться. То есть я сейчас пойду и буду что-то предпринимать. То есть такая двойственная в вас сегодня, такая двойственная энергия, или так, или так. То есть вы для себя еще не решили, как поступить по отношению к мужчине. Но однозначно в вашем сердце чувства есть, вы бы хотели остаться в стабильных отношениях и хотели бы, чтобы эти отношения наполнились энергией. И самое главное, вы успокоились. Но вы понимаете, что выбора нет и движения тоже пока нет. Вам не хочется находиться в таком подвешенном состоянии в рамках жертвы, в качестве жертвы, поэтому хотите, чтобы что-то менялось. Что вас объединяет или наоборот отталкивает? Давайте посмотрим. Вас объединяет то, что вы оба в негативных энергиях и оба очень сильно эмоционально переживаете, сердце ваше разбито. Вот это вот есть. И вы бы не хотели, чтобы было так, но вот жизнь вас поставила в такую ситуацию. Вас объединяет, что вы оба хотите, чтобы были хорошие отношения и стабильная жизнь. Но вы понимаете, что сейчас вам настолько больно, что перейти в какое-то другое состояние вы сейчас не способны, у вас просто нет сил на сегодняшний день. Совет от высших сил. Ну, видимо, на данном этапе отношения невозможны, поэтому нужно их прекратить. Не надо сильно переживать по этому поводу. Решить вы сегодня не сможете ни при каких обстоятельствах. На данном этапе слишком больно, слишком тяжело, слишком сложно. Поэтому карты говорят, пока надо остановиться, видимо, что-то отрефлексировать и переосознать. Ну и, конечно же, совет от высших сил. Жизнь чистый холст. Помните об этом. Вы можете продолжать развитие, продолжать самовыражение, свое творчество, но посмотрите, вы стоите на горе один или одна. То есть пока это будет проходить в одиночестве. Вам нужно научиться принимать мир, что-то понять. Посмотрите, находитесь в неком коконе, да, энергетическом, и вы опять же одни в этом коконе. И вам нужно что-то переосознать. Вы как бы оторваны от земли и пребываете в таком подвешенном состоянии. Поэтому нужно переосознать, а зачем я сюда пришел, а что, почему так со мной произошло. Но впоследствии почувствуйте вкус в жизни, почувствуйте удовольствие. Посмотрите, краски меняются на более яркие, и там где-то вдалеке появляется ваш партнер. То есть здесь нужна, видимо, глубокая внутренняя работа над собой. Вот, вы понимаете, что всегда вас высшие силы поддержат, Вселенная вас поддержит. Мы все с вами находимся в звездной семье, мы часть этой звездной семьи. И как бы тяжело не было, нужно отпускать, потому что вот на данном этапе, да, оно так произошло. Нужно отпустить, переосознать и приготовить себя к чему-то новому, учитывая те ошибки, которые вы совершили. Вот такая ситуация у вас сложная на сегодняшний день, к сожалению, получилась в вашей паре.
переосмыслите, сделайте выводы и продолжайте свое движение по жизни. Это был расклад для двоечек. Желаю вам всего хорошего. Желаю, чтобы вы исцелились от этих энергий и создали какой-то новый мир вокруг себя. Приглашаю на консультации, вся информация под видео. Всегда рада, взаимодействую. Всего вам хорошего. До новых встреч.